Минске судят анархистов. Они решились выступить против системы. Они подняли руку на оплот чиновников и бюрократов. Они не хотят мириться с произволом. Не признающим вины подсудимым прокурор требует дать от 5 до 9 лет усиленного режима. Следствие комментирует бежавшие из страны. 18 мая в Минске начались суды над белорусскими анархистами, обвиняемыми в ряде акций против капитализма, полицейского государства и милитаризма. Самой громкой из акций стало закидывание территории посольства Российской Федерации в Минске бутылками с зажигательной смесью. Тогда и сильно пострадала одна из машин посольства, и случился целый дипломатический скандал. Дипломаты России и Белоруссии обвиняли друг друга в провокациях, пока неизвестная ранее анархистская группа «Друзья Свободы» не взяла ответственность на себя. Среди акций, за которые судят анархистов, есть несогласованное шествие около Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. Анархисты протестовали против военных учений Запад-2009. Около 30 человек прошли с транспарантом «Народ голодает, военные играют» по улице Минска. На территории Генштаба была заброшена дымовая шашка. Лицемерно жалуясь на кризис и его финансовые последствия, наша, да и российская власть, тем не менее выкидывает гигантские средства на катание танков по полигонам во славу союзного государства и братского единения. Так объяснялся смысл акции в заявлении анархистов. Дымовая шашка никак не повлияла на работу Генштаба. Но шествие стало одним из эпизодов судебного процесса в отношении анархистов. Акция была квалифицирована следствием как злостное хулиганство, уголовная статья, по которой осудить могут до 6 лет лишения свободы. Еще один эпизод – нападение на опорный пункт милиции в Солигорске. На этот раз было разбито стекло в опорном пункте и брошен пиротехнический фаер, который даже не залетел внутрь помещения. Поначалу солигорская милиция не стала возбуждать уголовное дело, но позднее, когда ГБ понадобилось сделать из анархистов банду уголовников, 2 человека обвинили по статье «Злостное хулиганство». Акция была призвана напомнить, что годом ранее в Солигорске покончила с собой правозащитница Яна Полякова. Женщина не выдержала издевательств милиционеров. В заявлении анархистов сказано: «Проведенные действия – это наше стремление к освобождению и желание достичь наших жизненных идеалов справедливости и самоуправления. Разбитые окна милицейского участка – это наше радикальное напоминание людям в погонах, что цинизм в этих застенках нас откровенно достал». Белорусские анархисты обвиняются по статьям «Злостное хулиганство» и «Умышленное уничтожение имущества». Николай Дидок обвиняется в организации антимилитаристского шествия около Генштаба, в атаке на казино «Шангри-Ла», нападении на здание Федерации профсоюзов Белоруссии. Вину не признает. Игорь Алинеевич обвиняется в атаке на российское посольство в Минске, в организации антимилитаристского шествия около Генштаба, в атаке на казино «Шангри-Ла», в поджоге отделений Беларусьбанка, в нападении ВС на Окрестина. Вину не признает. Александр Францкевич обвиняется в участии в антимилитаристском шествии около Генштаба, нападении на здание Федерации профсоюзов Беларуси, нападении на опорный пункт милиции в Солигорске, во взломе сайта Новополоцкого горисполкома. Вину не признает. Максим Петкин обвиняется в атаке на российское посольство в Минске, в поджоге отделения Беларусьбанка. Евгений Селивончик обвиняется в нападении на опорный пункт милиции в Солигорске. Петкин и Селивончик вину признали и сотрудничают со следствием. О причинах проведения акций прямого действия в Беларуси рассказывает анархист Дмитрий Дубовский. Белорусское ГБ подозревает Дмитрия в причастности к ряду акций, поэтому он вынужден скрываться. Ну, анархисты достаточно активно занимались проблемой строительства АЭС на территории Беларуси. Также пытались участвовать в каких-то социальных конфликтах. Но так как протестного движения практически не было, из-за пассивности людей, страха и репрессивной политики государства, ситуация в целом ухудшалась, то движение перешло к радикальным акциям прямого действия. Во многом это была смелая демонстрация того, что в условиях зажатости и страха, в котором оказались трудящиеся в Беларуси, граждане все же могут оставить свои права именно таким способом прямого действия.
О невозможности отстоять свои права в полицейском государстве под названием Беларусь не раз говорили участники судебных заседаний по делу анархистов. Большинство свидетелей заявило, что на допросах на них оказывалось давление сотрудниками ГБ и милиции. От них требовали дать нужные следствию показания, угрожая проблемами на работе у родителей и близких, отчислением из вуза и включением в список обвиняемых. Свидетели, в основном молодые люди, говорили в суде, что не обращались в прокуратуру с жалобами, так как не верят в возможность добиться наказания милиционеров. Да, известно, некоторые нарушения применялись и ко мне, например, еще до того момента, как следствие стало расценивать меня как подозреваемого. Белорусскими спецслужбами было совершено незаконное вмешательство в мою личную жизнь и близких мне людей. Комитетчики неведомым мне образом получили доступ к электронной почте девушки, с которой я прожил долгое время, и стали вести переписку со мной от ее имени. Содержание моих писем были личностного характера и не могли быть полезными при расследовании уголовных дел, заведенных на анархистов. Тем не менее, спецслужбы продолжали переписку со мной на протяжении полумесяца, пытаясь собрать сведения о моем местоположении, но им это не удалось. После чего я узнал, что сотрудники спецслужб путем запугивания близких мне людей и знакомых запрещали им выходить на связь со мной. Если кто и выходил, то после непродолжительной переписки от них переставали приходить письма. Белорусские власти хотят не только посадить анархистов, но и пытаются создать им образ безжалостных и циничных преступников. Чтобы убедить людей в опасности их акций для жизни и здоровья ни в чем не повинных граждан, специально был снят документальный фильм, показанный на одном из центральных каналов Беларуси. Назывался он «Анархия. Прямое действие». Этот образец агитпропа лукашенковского режима вы можете найти и посмотреть в сети. Мы спросили Дмитрия Дубовского, что он думает о безопасности протестной деятельности анархистов для обычных людей. Это были акции с нанесением незначительного ущерба зданиям, госучреждений. Нападениям подвергались объекты и места, в которых заседали чиновники, имеющие непосредственное отношение к негативным тенденциям, происходящим в стране. И, судя по пресс-релизам из интернета, эти акции проходили в вечернее время. Соответственно, атакам подвергались пустующие здания, в которых отсутствовали люди. Акции включали в себя символические действия, например, битье стекол и нанесение граффити. Если же говорить об акциях с применением коктейлей Молотова, то здесь точно так же можно заметить, что никаких угроз жизни и здоровью людей эти действия не несли. Это прекрасно видно на тех же видеороликах, которые размещены в интернете. Например, сгоревший на территории посольства России автомобиль стоял особняком от тех объектов, на которые могло бы перекинуться возгорание. Бетонные конструкции отделения Беларусьбанка, где были подожжены двери, также не позволяют перекинуться пламенем на жилые квартиры. Это видно невооруженным глазом в сюжете фильма «Анархия. Прямое действие», где начальник отдела безопасности того же банка, рассказывая об инциденте, поднимает вверх голову, а над ней бетонный потолок. Точно так же можно сказать и об акции на ИВС Крестина, где можно заметить, что коктейли Молотова были брошены снаружи, а не вовнутрь, где, как утверждают оперативники, мог находиться человек, несущий службу. Дело белорусских анархистов, 5 подсудимых и 8 эпизодов, рассматривалось всего в течение 5 дней в суде заводского района города Минска. Несмотря на то, что часть свидетелей в суд не явились и обвиняемые настаивали на их явке, судья решил, что достаточно огласить их показания на следствии. Многие свидетели обвинения отказались от своих показаний, другие противоречили сами себе. Тем не менее, прокурор счел вину подсудимых доказанной, потребовал для Игоря Линевича 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией автомобиля, для Николая Дедка 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, для Александра Францкевича 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Для содействующих следствию Максима Веткина и Евгения Серебончика прокурор запросил соответственно 4 и 3 года ограничений свободы. Приговор будет оглашен 27 мая. Следствие по делу анархистов еще раз доказало, что ГБ и милиция не слуги закона, как они сами себя называют.
Законы используются ими для расправы с инакомыслящими, и сами правоохранители легко их нарушают, если им это выгодно. Игорь Линеевич был похищен спецслужбами в Москве 28 ноября 2010 года. Минуя процедуру экстрадиции, вывезен в Минск. Только 2 дня спустя родители Игоря нашли его в СИЗО КГБ. О том, как похищали Игоря, рассказывает Дмитрий Дубовский. Почему, с твоей точки зрения, не был помещен в российское СИЗО, чтобы потом быть выданным в Беларуси через процедуру экстрадиции? В этот день мы с Игорем назначили встречу с одним человеком из Беларуси. По телефону мы договорились встретиться с ним в метро Багратионовская. И, имея запас времени, я с Игорем зашли в кафе торгового центра «Филион» по адресу Багратионовский проезд 5 и пробыли там около 2 часов. Выйдя из торгового центра и оказавшись у главного входа уже на улице, какой-то человек крикнул «Игорь». И Игорь обернулся. Его тут же стали хватать и заламывать руки около 4 человек. То и дело повторяю, не дергайся. Я в свою очередь сделал несколько быстрых шагов в сторону и, оглянувшись, заметил, что Игоря уже валят на землю. Это происходило доли секунды, и я решил побежать вдоль тротуара, а навстречу ко мне приблизился еще один неизвестный человек, пытаясь сбить меня с ног, но я устоял и продолжил бег. Пробежав через торговый комплекс «Горбушкин двор», я оказался на другой улице. Куда потащили Игоря, я уже не видел. Учитывая, что репрессии против анархистов и, соответственно, похищение Игоря пришлись на тот момент, когда белорусские власти готовились к президентским выборам, а в стране полным ходом шла беспрецедентная кампания по ликвидации общественных и протестных движений, помещать Игоря в российское СИЗО для белорусских спецслужб было неудобно во всех пониманиях. Экстрадиция – это слишком долгая процедура, а дело с анархистами еще до событий 19 декабря было самым шумным и скандальным. Еще один свидетель, Денис Быстрик, после нескольких допросов в КУБОПе решил покинуть Беларусь. Следователи угрожали Быстрику и принуждали его принять участие в съемках фильма, разоблачающего анархистов. О причинах, вынудивших молодого человека покинуть страну, он рассказал в фильме «Анархия. Прямое действие», неангажированная версия, которую вы можете найти в интернете. На это они мне возразили, что твоя судьба в наших руках, и что сегодня ты там свидетель либо обвиняемый, а завтра ты будешь подсудимый, и мы тебя поместим в СИЗО и так далее. То есть угрожали мне там разными неприятными перспективами. Он сказал, что я должен принять участие в съемках передачи, которая была посвящена деятельности социальных протестных движений в Беларуси, в частности анархистам. Он должен понимать шаткость своего положения юридического, поэтому выхода у меня нет, и я должен помочь им сняться в передаче. На мой вопрос, когда должны произойти съемки и когда мне нужно будет ехать сниматься, он сказал, это нужно будет сделать прямо сейчас, потому что время не терпит, накануне президентские выборы. 19 декабря, в день выборов, анархисты участвуют в массовой акции протеста против результатов выборов, где также не оставляют без внимания политзаключенных. Лукашенко реагирует на это в своей излюбленной манере. В судебном заседании 24 мая подсудимым было предоставлено последнее слово. Николай Дедок сказал: «Моя невиновность доказана материалами дела. Хочу сказать спасибо своим родным и соратникам, без поддержки которых мне было бы намного тяжелее. Карательным органам я хочу сказать: всем вы рот не заткнете и всех не пересажаете». Александр Францкевич заявил: «На протяжении 9 месяцев я наблюдаю судебную систему. Через меня прошло более 300 человек, и я вижу, что единственная вещь, которая работает в нашей судебной системе, это покорность. Покорность следователю, судье, прокурору. Многие говорят, что наше дело и дела по 19 декабря – это показательные процессы. На самом деле в Беларуси все процессы такие, никто не защищен. Так что я не питаю иллюзий по поводу своего будущего». На этом судья прервала подсудимого, заявив, что он выступает не по существу дела. Приговор белорусским анархистам будет вынесен 27 мая в 14 часов в суде заводского района города Минска.
Хронику судебных заседаний по делу белорусских анархистов читайте на сайте belarusindymedia.org.